привет! Вот в этот отель мы поехали заселяться в воскресенье вечером, когда наши друзья отправились домой. Отель мы сняли рядом с американским посольством, посещение которого и является основной причиной того, что наш трехдневный лонг-викенд превратился в пятидневный. Мы заранее подались на американскую визу, которая нам нужна была для того, чтобы сдать биометрию. Об этом мы немного рассказывали где-то в предыдущих видео. Как бы глупо это ни звучало, но для эмиграции в Канаду нам нужно было сдать биометрию в Америке. Просто Америка в данном случае была единственным доступным для нас вариантом. В общем, мы заранее онлайн подались на визу и оплатили все сборы, что, кстати, не дешево. И на вторник у нас было назначено интервью, на котором нам задали буквально несколько стандартных вопросов, не захотели брать никаких дополнительных документов, вроде запроса на биометрию или записи на ее сдачу в Америке. И к огромному нашему разочарованию отказали. Отказали по стандартной причине недостаточной связи с Канадой. Дорогой и нервный миграционный процесс и наличие работы у обоих членов семьи для них, видимо, не сильно весомая связь. В общем, что именно пошло не так, мы уже, наверное, и не узнаем. Может, квоты закончились, может, просто не понравились офицеру, или он встал не с той ноги. Но визу мы не получили. Радует только то, что этот отказ пришелся на последний день нашей поездки в Квебек и не успел омрачить нам прогулку по городу. Но здесь хочу вам дать небольшой совет. Если вы планируете ехать в Квебек, то лучше это сделать летом или осенью, так как мы попали на сезон реконструкции и многие достопримечательности, в том числе и эти замечательные фрески, были огорожены забором и обставлены техникой. В понедельник мы поехали в Икею. Это большой мебельный магазин, где также очень много товаров для дома. В магазине организована система указателей, они сразу служат двум целям. Во-первых, следуя по стрелкам, вы обходите весь магазин и можете больше накупить всякой всячины. А во-вторых, следуя по стрелкам, очень сложно заблудиться. В конце лабиринта вас ждет еда. В Икее можно вкусно покушать за вполне приемлемую цену. Кстати, каждый предмет мебели в магазине имеет свой уникальный номер. В конце пути вы попадаете на такой склад. Здесь несколько компьютеров, куда можно вбить этот номер и узнать, в каком ряду и на какой полке находится интересующий вас товар. Довольно удобно.